Здравствуйте! В нашей школе, благодаря стараниям Веры Филипповны Соколовой, появился такой замечательный кабинет, в котором есть камин. И я, Сергей Козулин, возле этого камина хочу собирать интересных людей и узнавать о их жизни. И наш первый гость Евгений Александрович Рожков. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вы выпустили классов за всю свою жизнь в роли директора? Ну что ж, придется заняться арифметикой. Итак, 18 лет работы, 17 выпусков, 17 умножить на 2, 34, и прибавить еще сюда по 2-3 класса, ну где-то порядка около 50. Около 50, пока все. Ясно. А какой ваш самый любимый выпуск из всех 50? Никого не хочу обижать. Практически получается, ну, больше всего запоминается последний выпуск, а потом уже как-то друг друга, вернее, накладывать друг на друга. Поэтому я не хочу никого обижать, что какой самый лучший выпуск. Это все не так однозначно. Ну, то, что я уже сказал выше, будем считать, что последний выпуск. Хорошо. А каких учеников вы помните из всех выпусков? Самых запомнили? Ну, учеников очень много. Ученики, Яркие. яркие ученики запоминаются не только яркой учебой, но еще яркими делами. Ну вот один из таких учеников, который был яркий как ученик, яркий как противник и спорщик со всеми учителями, это Илья Исачук. Вот, наверное, уже даже вспомнить сколько лет, ну 30 лет ему, наверное, ну да, примерно уже тогда. Ну и из последнего выпуска яркие мальчишки были вот раз. Последний выпуск тоже не буду их все перечислять. Ну, в общем, кратенько вот так. Здравствуйте, я ученик 3 класса Зухов Иван. У меня тоже такие 3 вопроса. А вы вот в начальной школе бегали по классу и коридору? Безусловно. А вас за это наказывали? Ваня, вот за это не наказывают и за это мы не наказываем. У меня всегда такой принцип, что ребенок должен двигаться. Да. Поэтому дети пусть бегают, но бегают в меру. Но наказывали как? Точно так же, когда он разбежится и не видит себя, и, значит, головой в ногу, в живот, да, в или спину, просто падает. или просто падает. Вот тогда это другое дело. Здесь самое главное, чтобы не травмировать самого себя. А так это все нормально. А вам приходилось защищать девочку? Было. Было такое дело, да. Все было как у всех. Я был все такой же, как и все. А вот у нас есть вот такие 2 праздника, вот Золотая сова и Золотая осень. Какие-нибудь еще? Какие-нибудь еще у нас есть? Вот, Интересно. интересные такие же почти. Интересно? Ну а как же? Мне кажется, очень интересно. Я люблю еще 2 праздника. Я люблю 8 марта, день 8 марта, Новый год. Ну, День учителя это уже вне профессиональный праздник. Это уже все вне всякой конкуренции праздник. Поэтому, да, безусловно, вот это общие праздники, когда люди друг другу поздравляют. Ну и когда Международный женский день, а мужчинам счастья в доме. Спасибо. Вот. А были ли вы классным руководителем? Я был классным руководителем практически все годы работы в школе. Вот, а стаж у меня уже 31, минусуем полных 18, вот считайте, сколько будет, да? И все время я был классным руководителем, ну, за исключением тем, когда был на должности на другой. Вот. И у меня, как правило, были классы только старшие. А чем вам запомнился тот период, когда вы были классным руководителем? Чем период? Ну, во-первых, я жил жизнью своих детей. Своих детей жил жизнью. И период учителя и классного руководителя, наверное, он более яркий в жизни, нежели должность директора. Это я могу сказать с полной уверенностью. Вот. И здесь
всегда был активистом до мозга костей, начиная, наверное, класса с третьего и заканчивая 10 класс. Вот. И это же я прививал своим детям. Вот. Поэтому классный руководитель был всегда и знаю, чем дышат дети. Ясно. А вот не скажете, изменились ли нынешние дети по сравнению с прошлым? Вот вопрос этот задают все, но я считаю я на него всегда отвечаю, но я считаю, вот сейчас, скажем, Сергею Сереже говорил о том, что он некорректен, на это не нужно обижаться, поскольку меняются люди, и меняется время, и меняются люди. Соответственно, и ученики, они дети своего времени. Они, конечно, изменились сейчас, да, в первую очередь, это положительная сторона, то, что они более раскованы, они более эрудированы, ну, еще могу сказать более, ну, и они более, я не буду говорить про всех, но многие вот ту демократичность, допустим, учителей детьми, вот, и некоторые наши ученики, может быть, сами не понимают, но старшеклассники, они приступают к определенной грани. Вот мы знаем, что у вас есть дети. Всегда ли они слушаются вас, или же вы прислушиваетесь к их мнению? Вот я опять говорю, что я с своими детьми никогда не сюсюкал, я всегда с ними говорил, вот даже с самого малого возраста, ну, допустим, с возраста Вани, даже еще раньше, когда и в школу не ходили, я всегда говорил с ними как со взрослыми людьми. Да, безусловно, мое слово для них закон, даже и вот старшие дети, которым уже ближе к 40, далеко уже 30, они всегда со мной советуются, но если у них есть своя точка зрения, и если я считаю, что я не прав, то безусловно, это однозначно. Вот, вы такой занятой человек, а есть ли у вас какое-нибудь хобби? Да нет, вот мое хобби, лес, телевизор. Я когда-то занимался, ну, не то что серьезно, ну, я рисовал, я коллекционировал книги, я коллекционирую сабли, ножи, так скажем. Ну, ладно, еще не буду говорить, что я коллекционирую вина и коньяки всякие. Но я рад всегда угощать, и не только угощать, и угощаю своих друзей. Поэтому, да, вот, ну, и даже я считаю, что полежать с хорошим журналом, или лежать я не лежу, а посидеть в кресле с хорошим журналом или книгой, это да. Ну и в свое время я когда-то занимался поделками из дерева, вот, немножко занимался выжиганием. Ну, то есть было жизнь корректирует по-разному, в зависимости от времени, да. Ясно. Спасибо большое, Евгений Александрович, за то, что так честно, искренне ответили на наши вопросы. Пожалуйста. А мы знаем маленькую тайну, что у вас 25 числа будет день рождения. Но мы заранее хотим вас поздравить от всей школы, от всех учеников, от всех учителей с вашим днем. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы делаете нашу школу уютной и Спасибо. хорошей. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо.